Всем огромный привет! В этом видео мы вместе с вами свяжем вот такого красивого пасхального зайчика крючком. Таким зайцем можно украсить пасхальную корзинку или пасхальный кулич. Но можно на шпажку и не продевать. Для работы я использовала пряжу фирмы Картапу Амигуруми. Здесь в 50 граммах 130 метров. Крючок предлагают от 2,5 до 3,5. Я возьму крючок 3 мм, а также понадобятся ножницы. Для хвостика я взяла обычную акриловую пряжу белого цвета, вилочка, крючок меньшего диаметра и немножко синтепона. Делаю кольцо амигуруми, прихватываю край пряжи, обматываю вокруг указательного пальца и придерживаю мизинцем и безымянным пальцем. Пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу и провязываю одну воздушную петлю. Вытягиваю палец, провязываю еще 2 воздушные петли. 1, 2. В сумме получается 3 воздушные петли. В начале каждого ряда эти 3 воздушные петли будут заменять один столбик с одним накидом. Теперь в кольцо нужно провязать 11 столбиков с одним накидом. Делаю накид, пропускаю крючок в кольцо, захватываю рабочую нить, вывожу, провязываю 1 столбик с одним накидом. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. 9, 10, 11. Стягиваю кольцо. И вместе с 3 воздушными петлями у нас должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Соединяю в начале ряда с 3 воздушной петлей. 1, 2, 3. Провязывая полустолбик. Первый круг готов. Вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Перехожу на второй ряд. Во втором ряду буду провязывать прибавление в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. В эту же петлю сюда провязываю еще 1 столбик с одним накидом. И вместе с 3 воздушными петлями получается 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Затем в следующую петлю провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петлю провязываю также 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петлю 1, 2. В следующую петлю 1, 2. И так нужно провязать в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. Самостоятельно довязываю до конца круга. Довязала до конца круга, соединяю в начале ряда с 3 воздушной петлей. 1, 2, 3. В третью петлю пропускаю крючок и провязываю полустолбик или соединительный столбик. Второй круг готов. Перехожу на третий круг. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Забыла сказать, во втором кругу должно получиться 24 столбика с одним накидом. Перехожу на третий круг. В третьем кругу буду делать прибавление через одну петлю. 3 воздушные петли заменяют столбик с одним накидом.
Вот в первой петле есть столбик с одним накидом, во вторую петлю провязываю прибавление. 2 столбика с одним накидом в одну петлю. 1, 2. В следующую петлю 1 столбик с одним накидом. Во вторую петлю прибавление. 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петлю 1 столбик с одним накидом. Во вторую петлю прибавляю. 1, 2. И так идет чередование. В одну петлю столбик с одним накидом, во вторую прибавляю. В одну петлю 1 столбик с одним накидом, во вторую прибавляю. 1, 2. Самостоятельно довязываю до конца круга. Довязала до конца круга, соединяю в начале ряда с третьей воздушной петлей. 1, 2, 3. Провязываю полустолбик. В третьем кругу должно получиться 36 столбиков с одним накидом. Теперь буду провязывать саму голову. Для этого вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же в эту петлю провязываю прибавление. Еще 1 столбик с одним накидом. Затем в следующую петлю также вяжу прибавление. 2 столбика с одним накидом в одну петлю. 1, 2. Таких прибавлений должно быть 4. Первое прибавление есть, второе прибавление есть. Провязываю третье прибавление. 1, 2. И последнее четвертое прибавление. 1, 2. Теперь вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Работу поворачиваю. Провязываю теперь без прибавления в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. В предыдущем ряду провязала 8 столбиков с одним накидом. И во втором ряду также должно получиться 8 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли считаются за столбик с одним накидом. Поэтому в следующую петлю провязываю второй столбик с одним накидом. Затем третий, четвертый, пятый, в следующую петлю, шестой, седьмой и в последнюю петлю вяжу 8 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, работу поворачиваю. Теперь перехожу на вязание самих ушек. Для этого вяжу полустолбик в следующую петлю, 1, и во вторую петлю провязываю также полустолбик, 2. Теперь вяжу 9 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вяжу в третью воздушную петлю от крючка 1 полустолбик с накидом. Делаю накид, пропускаю 2 воздушные петли, 1, 2, и в третью ввожу крючок и провязываю полустолбик с одним накидом. Затем вяжу 5 столбиков с одним накидом. В следующую петлю первый столбик с одним накидом, в следующую петлю второй, затем в следующую петлю третий, четвертый, пятый. И в последнюю пятую воздушную петлю вяжу 1 полустолбик с накидом. Делаю накид, пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу и провязываю 1 полустолбик с одним накидом. Соединяю, перехожу на голову, вот в следующую петлю провязываю 1 полустолбик. Ушко
соединила. Теперь вяжу в следующие 2 петли по одному полустолбику, чтобы перейти на второе ушко. 1 в следующую петлю, 1 полустолбик. Теперь вяжу также 1 полустолбик, и мы перешли на вязание второго ушка. Вяжу 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываю 1 полустолбик с накидом в третью воздушную петлю от крючка. Делаю накид, пропускаю 2 воздушные петли, 1, 2, и в третью ввожу крючок, провязываю 1 полустолбик с накидом. Затем вяжу 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю воздушную петлю провязываю 1 полустолбик с накидом. Соединяю, перехожу на голову, вот в следующую петлю провязываю 1 полустолбик. И в следующую петлю, в последнюю, провязываю также 1 полустолбик, 1 воздушная петля. Если вы вяжете первый элемент зайца, тогда нить можно отрезать. Если вяжете второй элемент и хотите продолжить этой же пряжей соединять, тогда нить не отрезаем, а будем продолжать соединять ею 2 элемента. 2 зайчика готовы. Теперь будем делать хвостик зайчику. Для этого я возьму вилку и крючок меньшего диаметра. Беру вилочку, пряжу и прихватываю вот так. И обматываю вокруг самой вилки приблизительно от 40 до 60 оборотов. Я сделала 50 оборотов. Отрезаю нить. Вот. Кладу. Теперь нужно отрезать небольшой кусочек пряжи, приблизительно 20-30 сантиметров. Можно и меньше. Вот так прикладываю. Пропускаю крючок. Захватываю нить. Связываю. И вытягиваю вот этот клубочек с вилки. Хорошо стягиваю. Завяжу еще раз. Теперь с другой стороны также провяжу еще разок, чтобы уже наверняка все хорошо держалось. Теперь беру ножницы и отрезаю вот по краям.
Теперь отрезаю вот эти вот части по бокам. И со второй стороны. Отрезаю все вот эти торчащие края. Получился вот такой бубончик. Теперь соединю бубончик, поворачиваю на изнаночную сторону, вот это вот первый ряд, пропускаю крючок вот в первый ряд, захватываю первую нить бубончика, вот. Теперь снова пропускаю крючок, также вот первый ряд, только вот с другой стороны, и захватываю вторую нить. Бубончик тогда получается посерединке. Теперь связываю и прихватю вот эту вот нить. Все вот эти нити я не отрезаю, а вот здесь их и оставлю. Конечно же, вы можете по желанию отрезать, все попрятать. Теперь буду соединять два элемента. Вначале синтепоном набивать не буду, уже немножко позже, после того, как немножко соединю. Соединять я буду столбиками без накида. Конечно, можно еще соединять полустолбиками, по желанию. Я нахожусь в этом месте. Здесь два ряда столбиков с одним накидом. На каждый ряд я провяжу по 2 столбика без накида. Так. Пропускаю крючок под ножку столбика с одним накидом первой детальки и под ножку столбика с одним накидом второй детальки. И провязываю столбик без накида. Сюда же снова также пропускаю крючок, провязываю второй столбик без накида. Затем вот второй ряд столбика с одним накидом. Так же самое под ножку столбика с одним накидом первой детальки и вот второй детальки. Пропускаю крючок, захватываю, вывожу рабочую нить, провязываю столбик без накида. Первый и второй. Здесь соединять проще. Нужно над каждой петлей пропускаю крючок и провязываю столбик без накида. Таким образом соединяю две детальки. Также можно соединить узором рачишак. Это те же самые столбики без накида, только вяжутся они не вперед, а назад. Все по желанию. Еще немножко соединю, а затем буду набивать синтепоном. В этом месте я остановлюсь и наполню синтепоном зайчика. Можно использовать синтепух, синтепон. Если всего этого нету, можно обычную вату. Я немножко синтепон вот так спушу. На голову немножко оставлю. Продолжу соединять.
Перехожу на голову. Здесь также самое. Под каждую ножку столбика с одним накидом провязываю по 2 столбика без накида. 1, 2, под следующий столбик с одним накидом, 1, 2. Здесь у нас был один полустолбик, провязываю 1 столбик без накида. Так. Теперь перехожу на ушки. Ушки я набивать ничем не буду. После того, как мы их соединим, они будут держать форму. Так же само соединяю столбиками без накида. На вершине я здесь провяжу 2 столбика без накида, чтобы получился аккуратный поворот. Если у вас слишком будет стягивать, тогда провяжите еще 1 столбик без накида. Первое ушко провязала, теперь провязываю вот голову. Здесь полустолбики. У них также я провязываю столбики без накида. Первый и вот второй. Перехожу на второе ушко и его соединяю. Так, ушко соединила. Теперь нужно соединить вот эту часть головы. И 1 полустолбик в следующую петлю, 1 воздушная петля и нить отрезаю. Вот так. Нужно спрятать торчащую нить. Вот такой получился зайчик. По желанию вы можете сделать глазки, носик, ротик. Остался последний элемент. Беру любую шпажку, наношу немножко клея. И просовываю. И получился вот такой вот зайчик на шпажке. Вот у меня получилось вот такие вот зайцы. На этом все. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Пока-пока!